NFC для быстрого соединения, микрофон для громкой связи. Через Bluetooth соединять источник тоже можно. Да и в принципе плюшек в этом девайсе хватает. Выглядит он огонь. 2 месяца использую. Для владельцев Xiaomi-шных флагманов must have. С остальными девайсами все тоже работает. Сейчас расскажу. Tube 795, всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. Сейчас же в розыгрыше еще беспроводные наушники Vivo и 2 экземпляра наушников Mixsider E9 Pro. А теперь я расскажу вам об умной колонке-беспроводной зарядке Xiaomi Wireless Charger Bluetooth Speaker. По упаковке все красиво, но не особо празднично. В комплекте инструкция, кабель питания с блоком зарядки, притом вилка только китайская. Обычно колонку продают сразу же с переходником в комплекте. Но особо обидно то, что кабель несъемный, хотя довольно приличного качества и длиной целых 150 сантиметров. Также в упаковке инструкция на китайском языке и все. Первая эмоция – воодушевление. И мысль, что Xiaomi умеет делать премиум. Внешний вид и сборка просто супер. На дне антипроскальзывающая накладка, пластик глянцевый и марки. Кнопки механические, также из пластика. Ход приятный, не люфтят. Тыльная сторона перфорирована для лучшего распространения звука. Логично, что колонка работает только по Bluetooth и только от сети питания. Мини-джека в ней нет. Основная ее плюшка – встроенная беспроводная зарядка на 30 Вт. QI-зарядка, как вы поняли, поддерживается. Разумеется, с максимальной мощностью при заряде она будет работать с телефонами от Xiaomi, и то не всеми моделями. Но и Apple, Samsung и Huawei заряжает она без проблем, только с разной мощностью. При том, что мой Huawei P40 Pro она спокойно заряжает через чехол и довольно быстро. По заявлению производителя, толщина чехла может быть до 4 мм, и зарядка все равно будет работать. На лицевой стороне колонки, на фиксаторной полочке для телефона, есть индикатор активации беспроводной зарядки. Когда она работает, он горит зеленым светом. Фронтальная сторона сделана под 20-градусным уклоном, чтобы с одной стороны телефон не падал, с другой стороны, чтобы вы во время зарядки телефона и просмотра фильмов могли свободно использовать колонку как зарядник-подставку. На верхней панели колонки располагается модуль NFC для быстрого соединения, работает он со всеми девайсами, у которых есть этот модуль. Далее индикатор работы Bluetooth модуля, кнопка активации колонки, кнопки изменения громкости и микрофон. Да, колонку можно использовать для громкой связи, но я бы не очень надеялся на ее качество. Для постоянных переговоров лучше покупать что-то посерьезнее. Также можно пользоваться микрофоном для общения с китайским голосовым помощником и только с ним. Так что всем, кто не знает китайский, она слегка бесполезна в плане интеллекта. Кнопками можно вводить колонку в режим сопряжения, переключать треки, изменять громкость, отклонять или заканчивать вызов. Внутри есть защита от перегрева, от коротких замыканий, определение помех и девайсов, плюс защита от перегрузок. Bluetooth 5 версии у меня при использовании в квартире не отваливался от моих телефонов, даже через 2 стены. Размеры и вес вы видите сейчас на экране. Мощность колонки 2 динамика по 5 Вт. Для дискотеки однозначно не сгодятся, и по моим ощущениям их, конечно, здесь нет. 2 динамика каждый по 40 мм внутри. Звук, конечно же, стерео, но даже учитывая это, она хуже, чем та же Sony, которая была вчера у меня на обзоре. По звуку. Чтобы понять насколько, вы должны понимать, что вы получаете в первую очередь беспроводную зарядку с доп-функциями. И эти доп-функции производителю были не особо так и важны. Звучание без запаса громкости, на максималках легкая каша. Как зарядник супер. Нереально быстрый заряд телефонов, 30 Вт по воздуху, это прям сильно. В девайсе нет автономного питания, нет кардридера, нет FM-радио, и голосовой помощник нам бесполезен, нет программы для управления на русском или английском, нет возможности проводной зарядки. Было бы неплохо, если бы был один хотя бы разъем USB-A на Вт так 30. Цена по ссылке в описании к видео 2900 рублей или $39. И это без всяких промокодов, кэшбэков и всего подобного. Если появятся промики, а в этом месяце на Али будет 2 сейла, один из них идет, я их скину в мой телеграм-канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии. Там, кстати, есть выгодные предложения и именные промики мои бывают. Резюмирую, советую тем, кто знает, что она ему будет удобна, либо кто хочет подобное подарить человеку, которому она нужна и которому жалко на это дело денег, или который не знает, что такое дело существует. Вещь выглядит очень хорошо, впишется практически в любой интерьер. Дешевым звук не назвать, зарядка бодрая, материалы огонь. Следующий обзор будет либо на Powerbank за $9, либо на SoundPits 2. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!